Ну что, привет-привет, мы с вами в Дубае. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Уровень моей тревожности сегодня перед полетом максимально высокий, потому что после длительных перелетов я стандартно заболеваю. Это мой 15-й перелет в этом году, и поэтому я подстраховалась. Я за неделю пила цинк, витамин С, взяла с собой специальную маску, толстовку. И снова Стамбул. У нас пересадка, потому что в Дубае не сезон, и прямые перелеты начинаются только в октябре. Поэтому мы в Стамбуле ждем свой самолет в Дубае. Выходим мы, значит, на улицу. И тут такая духота, а я в толстовке. 2 перелета — это тяжко, что могу сказать. Но спасибо, Дубай, за то, что мы быстро электронно прошли чек-ин, или как это называется. Ну, в общем, паспортный контроль. Быстро получили чемоданы, сейчас возьмем машину и поедем уже отдыхать. Не Феррари, конечно. А? Не Феррари, конечно. Но тоже ничего. Доброе дубайское утро. Дубай нас встретил не без приключений. Ну, в принципе, все в нашем стиле. И рум-тур должен был быть другим. Но какой есть. Мы в отеле Вида Крик. Мы этот район уже знаем. У нас должна была быть рядом квартира. Мы приехали в 2 часа ночи. 1,5 часа решали с секьюрити, куда деть нашу машину. Решили с паркингом. Поднимаемся на этаж, до этого они нас не пускали, а ключей от квартиры нету. Пришли в Виду Крик, мы когда-то уже были в феврале в этом отеле. В общем, сейчас вам покажу рум-тур, отель и пойдем на завтрак. На самом деле, я даже рада, что у меня есть возможность показать вам этот отель, потому что я уже здесь была, и он классный. И когда я была первый раз, я, к сожалению, не снимала блог. Здесь вот висят брендированные халатики. И давайте сразу с вами зайдем в ванную комнату. Здесь мне нравится, что душ и туалет отдельно закрыты, потому что вот эта вот зона, где вы сушите себе волосы, делаете макияж с секретиком. Очень красивые зеркала. До этого в феврале здесь были такие одноразовые тюбики, но что-то они решили сэкономить. Открываем. И здесь вот такое вот зеркало. Вид на гримерную, можно сказать, и спальня. Очень удобная высокая кровать. Здесь рабочий стол, наши чемоданы, но мы тут только на 1 ночь и прихожая. Это вид на главную улицу. Вообще район называется Дубай-Крик, и немного даже вид на залив. Мы с вами поедем вниз. Я вам хочу немного показать отель. Здесь очень интересная такая система. Район будет выглядеть вот так. Видите, они будут строить башню, которая, по идее, будет выше Бурдж-Халифа. И мы вот с вами находимся на каком-то маленьком пятачке, всего лишь части будущего огромного района Дубай-Крик. Мы с вами вышли посмотреть на жемчужину этого отеля. Вы сейчас увидите очень красивый бассейн с видом на Бурдж-Халифа. Просто как дежавю. Опять я на бассейне Вида Крик. Просто самое обидное, в прошлый раз мне вообще не удалось в нем искупаться, потому что я болела, и я поплескалась в нем 1 раз, и то ради фотографий. Что по погоде? Сейчас где-то 40 градусов. Полет нормальный, чувствую себя неплохо. И я сейчас вышла из отеля и хочу показать вам за моей спиной высотки. Вот в одном из этих домов мы будем жить, если получится, если мы получим ключи, потому что арендатор ведет себя очень странно, но сейчас мы позавтракаем, а там уже решим. Миша очень ждал завтрак в этом месте,
Потому что эта сеть, по-моему, владельцы родом из Словакии. В Праге я точно находила эту кафешку с завтраками. И мы вот в Дубае ходили сюда много раз и опять идем, потому что очень вкусно. Ну и дорого, а все как принято в Дубае. Мы приехали в Лувр на моего любимого Леонардо да Винчи. Собственно, мы ради него тут. Вот иду, изучаю и ищу мою любимую картину. Картина «Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи — это одна из последних его работ. Я просто недавно книжку закончила читать про Леонардо да Винчи, и про эту картину очень много было сказано. Ну и по традиции загадала желание посетить, наконец-таки, Лувр в Париже. Несмотря на мою огромную любовь к Леонардо да Винчи, у меня 2 раза не получалось попасть в Лувр, поэтому, надеюсь, сбудется. Лувр больше похож на музей современного искусства. Конечно, безумно интересно, очень много экспонатов, но здесь без гида нечего делать. Я, скорее всего, посмотрю Леонардо да Винчи и оставлю этот музей на следующий раз. Это наш консьерж. Все как в лучших советских традициях. Записывает все в тетрадку. Боже мой, как любят арабы ароматы. Распыляется на весь подъезд. Я не очень люблю. Меня, если честно, аж подташнивает от всех этих запахов. Но здесь на каждом шагу просто вот этот распылитель стоит с разными ароматами. Что мы делаем в Дубае? Ну, во-первых, у меня у мужа здесь по работе дела и встречи. Во-вторых, мы решили приехать и попробовать, как это жить в Дубае. Мы сняли квартиру для того, чтобы посмотреть, сколько стоит аренда. Ходим в обычные маркеты, смотрим стоимость продуктов, качество продуктов. Вообще, как устроена здесь инфраструктура, насколько удобно добираться, вообще, насколько комфортен город для жизни. Далее мы будем смотреть квартиры, районы, сколько стоит недвижимость и так далее. И вообще понимать, насколько нам здесь нравится или не нравится. Вот тут вчера должны были быть ключи, но подставили они нас. Наконец-таки наш рум-тур. Это кухня, студия. Хочу вам показать нашу жизнь на Марсе. Это наш красивый бассейн. А вот тут вот строится новый город в пустыне. Здесь будет самый огромный торговый центр в мире, который заранее уже входит в список рекордов Гиннесса. И вот тут вот строится канал. Видите, какой контраст? Огромные высотные дома и новый город, который строят в пустыне. Мы с вами пойдем и по магазинам, и Дубай посмотрим, поделюсь своими впечатлениями. Это, кстати, наш красивый, огромный, просторный подъезд в доме. Так, где мое такси? Тесла за мной приехала. Правда, припарковалась очень странно, но ничего. На Тесле я еще до Дубай-мола не ездила. Hello. Good afternoon. Наконец-таки мы с вами едем в Дубай-молл. От Крика до молла где-то минут 10, не совсем далеко. На самом деле я была там много раз, просто постоянно занималась либо своими заказами, сидела,
с ноутбуком, либо в кофейню мимо пробегала. И вообще я нахожусь в последнее время больше в дороге, чем в магазинах, поэтому и не было давно видео на моем канале. Но сегодня мы с вами погуляем и посмотрим, что там есть интересненького. Это я только пришла в молл, толстовку еще не надела. Сейчас пару минуточек, и мой образ уже будет выглядеть по-другому, потому что здесь шарашат кондиционеры и очень холодно. Вот это настоящий фэшн. Коллаборация Zara со Стивеном Майзелом. Это фэшн-фотограф. Конечно, он работал с Vogue, он работал с Мадонной. Крестный отец многих моделей, и вообще эта коллекция полный разнос. Прям вообще можно образ собрать и на Fashion Week ехать. Смотрите, какой здесь кожаный крокодиловый плащ. Здесь еще мне понравились вот эти супер короткие шорты, если вы скучаете по нулевым. Я знаю, что многие искали вот такие вот рваные свитера в этой коллекции. Все есть. А еще смотрите на эту юбку кожаную. Здесь все очень классно. Моя фаворитка, вот эта шуба. Я давно хотела такую шубу, как у Carrie Bradshaw. Все дорого. Цены уже выше среднего. Это не стандартный прайс Zara, но и качество, конечно же, другое. А еще посмотрите на эти ботфорты. Я решила померить эту шубу. Уж очень она мне нравится. Зачем в Арабских Эмиратах шуба, я не знаю. Мне самой интересно. Но она здесь висит. И вся зимняя коллекция тоже здесь будет висеть. Вот такой вот парадокс. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato. I can't hold a frown too long. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. В общем, я улетела от коллекции Стивена Майзела. Надеюсь, что она осталась в Берлине и сделаю вам более подробный обзор. Я бы, честно, я купила бы каждую позицию, насколько это прям вот фэшн, Vogue, Мадонна. Ну, прям вообще отрыв башки. Круто. Один интересный факт. В арабских странах бренды переименовываются на свой лад. И видите, написано Massimo Dutti, и тут же написан бренд на арабском языке. Обувь арабские девушки выбирают очень тщательно, потому что у них абая или хиджаб, но ноги открыты, и поэтому у них там либо красивые туфли модного бренда, либо стильные кроссовки. Каждый хочет почувствовать себя Carrie Bradshaw. Маноа Бланик, боже мой, какие они мягенькие. Красота. Я зашла в Дизель. Сейчас по вот этим сумкам просто все пищат. Есть все в стразах, тут стразы, тут стразы. Но я взяла более базовую. Я не знаю, от чего я больше в восторге, от платья Дизель или от этой красивучей примерочной. Я в красном велюровом кубе. Просто на днях я видела Milan Fashion Week, где Карина Нигай блистала в новой коллекции Дизель. И я решила попробовать. На мне платье. Все в лучших традициях Дубая. Стразы. Сумка тоже со стразами мне дали попробовать. В общем, я вот такая блестючая в красном велюровом кубе. The only place we're living. It's that West Coast point of view. Easy when it's always summertime for you and I. Everything to do. Who cares what the people think?
эти очки в Маш. Я давно себе хотела что-то такое полупрозрачное. 790 дирхам, в евро, по-моему, около 200. Вообще крутые. Надо посмотреть, сколько в Берлине такие стоят. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin. Бюджетный Dior из серии «Хочу, могу». Просто мне очень нравятся вот эти вот длинные юбки. Я видела много раз в коллекции Dior. Сверху они надевают жакеты. Вы можете надеть кожаную куртку. Цены напишу. Естественно, обувь должна быть другой. I can't stay down too long. Look, running from pain, running from strain, running from things, running from schemes. I can't hold a frown too long. Вчера открыли продажу нового айфона. Мой айфон устарел со вчерашнего дня. И здесь просто толпища людей. Все хотят купить айфон, стоят в очереди. И торговый центр очень переполнен. Что-то я подозреваю, что здесь происходит какая-то коммерция. Они тут просто что-то мутят. Сразу же на месте перепродают все айфоны. Я видела вчера, там чуть ли не драка была. Это все люди стоят. В Дубай Молл проходит какой-то фестиваль, посвященный Китаю. И посмотрите, какие надо мной фонарики китайские. О, вау! Тут просто Чайна-таун. Очень эффектно. Я прошла 5 километров по Дубай Молл. Это моя большая тарелка. И, между прочим, я в Тануке. Золото течет, по-моему. Мы смеемся с вот этого золота, который течет по рукам, потому что здесь можно уже с ума сойти в торговом центре. От этих запахов, от этого всего. От запахов, от брендов, от огромного количества людей, золота того же. В общем, тяжко людям здесь живется. Золото. Фишка кафешек на первом этаже в Дубай Молл. Ты выходишь на террасу, а у тебя здесь вид на Бурдж-Халифа. А вечером вот здесь вот можно наблюдать на вот этот вот танец поющих фонтанов. Мой лайфхак – прийти сюда где-то часов в 5, занять местечко в любом из кафе. Здесь, кстати, очень приятные цены. И сидеть вечером, ужинать, пить свой напиток с видом на мерцающий Бурдж-Халифа, танцующие фонтаны, потому что вот здесь будет все переполнено в туристах, а вы будете с комфортом проводить свой классный вечер. Я пришла поплавать. У нас здесь есть приятный бонус, доступ к бассейну, который работает с раннего утра до позднего вечера, и при этом он очень красивый. И я дала себе обещание ходить каждое утро в бассейн и спортзал. Но в спортзале я не была ни разу. А еще здесь очень жарко, и нужно мазаться SPF просто с макушки до пяток. Без этого вообще никуда. И я мажу обязательно лицо по несколько раз в день. В этой прекрасной шляпе я хотела вам рассказать про мою защиту SPF. У меня кожа в последнее время очень склонна к появлению родинок, и по идее мне вообще не надо загорать, но я делаю это утром, 8-9 утра, 15 минут максимум, SPF 50, вот полностью обливаюсь. Nivea классный крем. Я вообще не пользуюсь Nivea, видимо, в магазине ничего не было. Я купила тюбик 30-ку и уничтожила его. Мне настолько понравилось. Теперь я купила 50. Его могу наносить несколько раз в день на лицо, после него не сыпет. Очень приятное ощущение. Оказалось, что косметика супер, немецкая, и у них есть целая линейка защиты от солнца. Вот это Ватсон, я купила его в Турции, в косметическом магазине Ватсон. Это такая версия турецкая Литуаль. Мне нравится, что толстый белый слой получается, то, что нужно для защиты моих родинок. И вот я с вот этими вот двумя друзьями в этой поездке. I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision and couldn't be clear. У нас только два состояния на дубайских дорогах. Либо мы проезжаем поворот на развязке, либо стоим в пробке. В общем, я еду, наблюдаю и
и смотрю на этот отель первый раз, потому что до этого все время видела только фотографии в интернете, а Миша обсуждает, как все устарело и как все отвратно выглядит. Красота в глазах смотрящего. Что, не так разве? А это, конечно, интересно, потому что недавно я наблюдала концерт Бейонсе онлайн, как здесь отдыхали звезды, которых пригласили на открытие. Я, конечно, мечтала попасть на концерт Бейонсе в ее туре, но, увы и ах. И здесь вот мы решили проехать мимо, посмотреть, как выглядит этот отель Атлантис новый. Мы приехали на Пальму выпить кофе. Кстати, здесь есть приятная опция. Если ты идешь в кафе, то тебе обнуляют твою парковку. И, если честно, паркинг стоит столько, что выгоднее иногда выпить кофе и бесплатно поставить свою машину. Досуг здесь, конечно, получается очень интересный. Загорать ты не можешь, потому что слишком активное солнце, только рано утром. Бегаешь от кондиционера к кондиционеру, гулять очень жарко, поэтому мы быстренько выбежали из паркинга, выпьем кофе и поедем куда-нибудь дальше. Это какая-то местная сеть, 100% арабика, да, и прямо... Арабика, это не значит, что это хорошее. Ну просто по всему Дубаю их очень много. Давай попробуем. Давай. Отчет. Я себе заказала капучино на овсяном молоке. У Миши обычное латте, он пьет нормальное молоко. И по цене у нас получилось 58 дирхам. Я напишу, конечно же, сколько это в евро. Тестируем. Если вы меня видите, то я вас нет. Еще один интересный факт. Если ты выходишь из помещения с кондиционированием на жару, то твои очки запотевают. А еще посмотрите, какой у меня вид. Пью кофе с видом на старый Атлантис. Вот так вот развернулся, а здесь уже новый Атлантис. Жара! Воду пьем, как на водопое. Отопление там что, дали? Дали в Сибири? На дороге, в пустыне. В этот раз мы успели на закат, потому что в прошлый раз, пока ехали, солнце уже село. Сейчас буду искать локацию, чтобы пофоткаться. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what you've been missing on a little. Мультибрендовых магазинов кроссовок очень много, и Никита Ефремов тоже здесь открыл свой магазин. В Дубае это очень популярно. Вот сейчас в один из них зайдем с вами. Easy when it's always summertime fun. You and I carefree to do. Who cares what the people think? Мне очень нравится эта кофейня, потому что ребята владельцы родом из Волгограда. И каждый раз, когда я прихожу сюда, мне прям это место такое родное, потому что мне хочется их поддержать. У них уже 3 кофейни в Дубае, они есть в Москве, в Питере недавно открылись, конечно же, в Волгограде. В общем, у них концепция веганских, без сахара пирожных, кофе, и вообще очень-очень стильно и красиво. Что нам принесли? У меня капучино на овсяном молоке, безглютеновый и без сахара, Наполеон с малиной и чизкейк. Тоже все веганское, без сахара и без глютена. Сколько? 45 евро? 45 евро. Вот такие вот цены. В Берлине могли бы поужинать. Очень жарко, поэтому мы тут перебежками буквально по пару минут. 1 минута на фотозону и бежишь дальше. 42 градуса, по-моему, сегодня.
особенно удивило, что проход главный в мечеть через торговый центр. Здесь полноценный молл с кафе, магазинами, где ты можешь купить, в принципе, красивые себе наряды для фотосессий. Здесь покупаешь билет и идешь в мечеть. Вот здесь ты можешь получить абаю для того, чтобы пройти вовнутрь. Они подбирают тебе размер, цвет как повезет. Эта девушка очень красивая, такая яркая, желтенькая. Короче, я замоталась вот так. Я не знаю, как я выглядела. Мне нужно было просто показать, что у меня есть платок. И тогда меня вот пропустили. Вот такая вот я смешная, иду в мечеть. Так, девочки, как я собрала свой образ для посещения мечети? Я не хотела брать здесь абаю и покупать себе что-то традиционное. Я пошла в H&M. Я взяла набор 2 разных оттенков из льна, потому что эта ткань дышащая и прохладная, как раз-таки для 40-градусной жары. Главная фишка моего наряда – это топ с капюшоном, который я нашла в Бершка. Я надела его под рубашку, и не видно, что он короткий, и он дает эффект покрытой головы. Поэтому у меня получился такой самодельный покрытый наряд для посещения мечети и очень стильный. Очень ветрено здесь, и постоянно тебе делают замечания, если у тебя случайно слетел капюшон, либо ты встал не туда, и плюс нельзя показывать различные знаки, там типа ты летишь или класс и так далее, это здесь запрещено. Посещение мечети закончилось призывом к молитве. Я считаю, что знак хороший. Я не знаю, получится ли у меня записать концовку, но если не получится, то это концовка. Пожалуйста, поддержите меня в комментариях. Спасибо, что были со мной. Пока!